Well, a big win, a big knockout over Alexander Rakic at UFC 321. AZAMAT MURZAKANOV. AZAMAT, how we doing? Азамат, большая победа, UFC 327, нокаут над Александром Ракичем. Как дела у тебя? Все нормально, все хорошо, спасибо. All is good, everything is great. Thank you very much. Biggest win of your career so far. Have you felt the star power since? Большая победа, это громкая победа. Ты почувствовал какую-то звездную силу после этой победы? Все свои большие победы еще впереди. My biggest wins are still ahead of me. Not yet. And when you went up against Rakic, were you expecting to win that way with such a brutal knockout, or were you more prepared for, three rounds going all the way? Когда ты готовился к Ракиджу, ты ожидал такой большой нокаут, сильный, или был готов на все 3 раунда подраться? Ну, я, конечно, готов был подраться все 3 раунда, но мы смотрели, мы разбирали. Внутри октагона я почувствовал его, и я был уверен в себе. Я с первых секунд, как и всегда, стараюсь закончить все свои бои в первом раунде. Поэтому я был готов на все 100% подраться и даже до конца, все 3 раунда, и был тоже мотивирован закончить бой досрочно. I was prepared for this guy, whichever way it takes the fight. Whether it's going to be 3-round decision or a knockout. But typically, as soon as I start, I feel right away my senses are to just finish the fight in the first round. So if there's a chance, I don't let it go. And I was motivated just to finish the fight, just like all the fights I do in my fights. And now, number 7 in the light heavyweight rankings. Obviously, everybody saw you call out Jiri Prochazka, which would be a great fight. So why specifically do you think this would be a good fight for you? Теперь ты 7-й номер по рейтингам в этом дивизионе, и все видят и увидели, что ты вызвал Прохаску. Это очень хороший бой. Вот для всех это очень хороший, отличный бой будет для тебя тоже. И вот ты специфически, почему ты так думаешь, что это хороший бой для тебя? Ну, во-первых, у Прохаски рейтинг хороший, он на первом месте, если я не ошибаюсь, поэтому если бы он был бы где-то сзади меня, я бы не обращал бы внимания, но он, так как на первом месте, я выбрал его, я хочу драться с ним. Мне кажется, он удобный оппонент будет для меня, поэтому я готов с ним подраться. One of the reasons, of course, Prochazka is he has the number 1 spot, I believe, right now in the rankings. So if he was somewhere behind me, I wouldn't bother calling him. I wouldn't give much attention to him. But since ahead of me to get the gold, I have to deal with him. Also, I believe that he's pretty easy opponent for me with my style. So you think, stylistically, you think this would be a good fight for you? Another knockout, maybe? По стилю ты думаешь, что это хороший бой для тебя? То есть ожидать от этого боя еще один нокаут? Ну, конечно, да. Как вы все видите, я не стараюсь там
выигрывать свои бои как-то любым путем. Я выхожу и с первых секунд, с первой минуты стараюсь закончить бой, поэтому я готов с ним подраться. И, конечно, я уверен в себе, и, конечно, я буду стараться закончить, удосрочить его. Just like you guys can see all my fights, I try to finish it, right? There is no difference in this case with him. I'm confident in myself. That will be good fight, and I'm gonna try to finish him as well. And I also saw on Twitter, Jamahal tweeted back at you. He said, "Hey, I would love that fight, but I got to heal up first." So is that another option for you? But that also might have to wait 8 months or something like that. Мы видели в Твиттере, когда ты вызывал всех, он вызывал Прохаску и Джамал Хилла также. Он ответил, что он готов выйти с тобой на клетку в октагон, но ему надо раны полечить сперва. То есть это может занять месяцев 8 где-то. Ты готов ждать его столько? Нет, конечно, я не готов. Такой вариант нам не подходит. Если у него травмы, какие-то свои моменты, то это уже автоматически отпадает, поэтому нам нужен бой и в начале следующего года, поэтому значит будем искать другие варианты. That's too long for me to wait 8 months. That's not an option for me. Unfortunately, we need the fight early next year. So the option, if it's gonna take that long, the option is not gonna really work. So because we need to get the fight early next year. Well, plenty of options for you next year. And you said you want to come back early 2026. Is 2026 the year you think you're fighting for a title in the UFC? Да, мы узнали, что ты хочешь в следующем году, в начале следующего года, следующий бой. Ты думаешь, 2026 год – это твой год? То есть ты подерешься за пояс? Конечно, хоть это самый лучший расклад был бы для нас, но посмотрим. Я понимаю, конечно, что сразу сейчас говорить за пояс это чуть некорректно, поэтому нам нужен сейчас один хороший бой. Поэтому как мы только закончим, я буду, конечно, уже ожидать только бой за титул. Yes, we're gonna hope for a best, but prepare for everything else. First, I have to get one fight just to get me that shot. That's why it's important for me to get a good fight, not just any fight, to get me that title. But just like in life, we will be ready for anything. And tell me if I'm wrong, but I believe in the past you actually beat Magomed Ankalaev in an amateur hand-to-hand combat competition. Is this correct? Вот, по-моему, мы слышали, что ты по любителям выступал по рукопашному бою с Магомедом Анкалаевым, и ты выигрывал его. Это правда? Ну, знаете, мы встречались по любителям, но я бы не назвал бы это боем, а как бы, да, это был турнир, но такой дружеский, наверное, спарринг был больше, чем бой. This was more
you can tell like a friendly tournament kind of with him. We're in the good terms and relationships, and I wouldn't call it like a heavy fight, but it was more like an amateur friendly tournament that I won. Yes. Well, just having experience with Ankalaev, did you ever expect him to become UFC champion? Вот у тебя опыт с ним в прошлом, и ты вообще ожидал, что когда-нибудь он станет чемпионом UFC? Ну, я следил за ним, конечно, еще до UFC. Мы были знакомы. Он такой был зрелищный, сильный боец, поэтому я наблюдал за ним. Я примерно понимал, что он может дойти до титула и что он может стать чемпионом по навыкам, по своим данным. You know, I know him for a long time, of course, and we know each other, and we're in good terms. And kind of, I like his style of fighting. He's very technical, and an exciting technical striker fighter. And I thought he could have a chance to become a champion, and he did. I did follow his career. I watched him fighting all the time. Now, I know you said you guys are friendly, which is great. But if the UFC called you and said, hey, Azamat, we want you to fight Magomed Ankalaev, and then you can get the title shot, would you do it? Or do you really not want to do that just because of your guys' relationship? Я понял, что у вас хорошие отношения, и это понимаю, но если вдруг UFC позвонил, и надо подраться с ним, ты бы вышел с ним или ты бы отказался? Ну, я до этого отвечал на этот вопрос. Здесь уже у нас такой момент, такой тупик. Если UFC позвонят и назначат этот бой, ну, ни я, ни Магомед с этим ничего мы не сможем сделать, поэтому придется выйти и подраться. Это спорт, ничего личного, поэтому мы подеремся. Я больше чем уверен, даже после боя у нас даже лучше станет и отношения, и всего этого, поэтому посмотрим, что решат. You know, if UFC calls and tells us we need to have this fight happen, nothing we can do about this, me or Magomed, because it's our job. It's a sport. It's nothing that we really can do. It's nothing personal, and I don't think our relationship will ruin because of this. And our bond as a friend will tighten even more after the fight, I'm pretty sure. But we gotta do what we gotta do when it comes to a job and to be professional. Well, right now, the champion is Alex Pereira. Are you hoping he is still the champion when you get that title shot? Is that a fight you want? Сейчас, в данное время, чемпионом является Алекс Перейра. Вот когда у тебя будет шанс подраться за титул, ты надеешься, что он будет. Ты думаешь, это хороший бой для тебя? Именно Алекс с Алексом Перейрой или другой чемпион, когда ты будешь драться за пояс? Ну, если, конечно, мне предложат подраться с ними, я незамедлительно приму этот вызов. Я даже, если мне скажут, давай завтра вылетай, я прям соберу свои вещи и поеду драться за титул, конечно. Но если спросить за титул, с кем бы подрался, я бы, конечно, выбрал бы Перейру. Мне он интересен, он такой зрелищный боец, сильный боец, да, надо отдать должное, поэтому мне интересно с ним подраться. Я думаю, я уверен, что я могу выиграть у него. You know, if the UFC called me and you're fighting him tomorrow, Alex Pereira, for a title, I would just pack my bags and fly tomorrow, literally. I would love to fight him.
I think, no disrespect, you gotta give him a credit for winning the belt and for doing what he did. I think he's exciting fighter, strong fighter, but I confident in myself that I can beat him, and I think it would be great fight for the fans as well. This would be amazing fight, and I would not hesitate to fight him. Oh, it would be a great fight. Now, if this fight happens, do you feel a need to use your wrestling, or do you think you can stand and bang with Alex Pereira? Если этот бой произойдет, ты используешь свою борьбу или будешь рубиться с ним в стойке? Я все свои навыки буду использовать в этом поединке. Я все попробую, то, что пройдет, я по-любому какой-то ключ, я думаю, что я найду за это время. You know, when I fight, I'm gonna use for a belt, especially with Alex Pereira, I'm gonna use all my skills, whatever it takes, and I will find the key, which one works for me to win the belt. Well, I love it, and I can't wait for you to hopefully get the shot soon. I have a couple more questions, and then I'll get you guys out of here. Number one, Islam Makhachev. Big win this past weekend over Jack Della Maddalena. He actually praised you a few weeks ago for your big win. So what are your thoughts on Islam now becoming the welterweight champion? Вот пару вопросов перед тем, как завершим это интервью. Ислам Махачев, большая победа. Он над Джаком Делла Мадалиной на прошлой неделе. Кстати, он на Твиттере поздравлял тебя тоже, когда ты выиграл. Мы все видели. Что ты думаешь про него, про его победу? Это, конечно, большая победа для него и для нас всех, потому что на данный момент Макхачев только из нашей страны, который держит 2 пояса, поэтому я с большим удовольствием его поздравляю, всех наших соотечественников, всех спортсменов. Он действительно показал и доказал, что он большой такой молодец, что он настоящий чемпион. First of all, I'm very happy for him and I congratulate him for winning. It's in a history now, a double champ, and that's the first double champ right now from our country. We are all proud of him for achieving such an achievement, and I congratulate him dearly. And right now you're at K Dojo in New Jersey. A lot of people don't know that, but would you ever consider going over there to train with Khabib and Islam and all those guys in Dagestan? Ты тренируешься в K Dojo, мы это знаем, но ты иногда вы тренируетесь в Дагестане с Хабибом, с Исламом, вот с ними? Не, в Дагестане я не тренируюсь, я тренируюсь здесь. Первая подготовка перед каждым боем. Первая подготовка начинается здесь, в России, в моей республике, в Кабардино-Балкарии. Потом завершающий этап я выезжаю в Америку, и там уже перед боем конец сборов проходим. Yeah, typically we haven't had the chance. We did train briefly here and there, but for the most part, I do my training in my hometown, in the mountains of Kabardino-Balkaria. And that's my first phase. Then after that, I fly out. If it's the fights are in the States, I fly out my finish and second phase of my camp in K Dojo in USA. But we haven't had the chance to do the full camp with them. Now, have you heard the expression, send them 2 to 3 years Dagestan and forget? Ты слышал это выражение от Ислама Махачева? Пошлите его 2-3 года и в Дагестан и забудьте про него, чтобы тренировались и набирали опыт в Дагестане.
Это Ну, Макхачева. ну, за это я не слышал, конечно. Но я весь свой арсенал, все свои навыки я получил здесь, поэтому что-то менять я не собираюсь. Так что, да, ихняя школа тоже, конечно, сильная, но то, что я здесь получил, мне хватает, и э, это все свои навыки я показываю в бою. You know the expression. I'm not too familiar with that. Maybe that's awesome, and no doubt that the school of where he trains Islam and Habib, that's a great foundation. But our foundation, what we have, is also proof that we have a great training, and I'm not planning to change anything. And I usually show that we are doing the right thing as far as training goes. So it's just a matter of time. The world will know also. My last question, and I'm switching it up here a little bit. I'm very curious. Just explain this. You were in the Russian Special Forces and you were a president, or excuse me, a bodyguard to a president. Can you just explain this? Give me a little insight into that part of your life. У меня последний вопрос. Чуть меняем тему. Как я понял, я где-то услышал, вычитал, что ты был в спецназе, в каких-то вот таких структурах, и еще ты был охраной у какого-то президента работал. Это правда? Да, конечно, это правда. Я служил, у нас так называется, специальный отряд быстрого реагирования. Я там начал свою службу, потом я перевелся в охране нашей главы. Ну, это здесь регион, так не глава региона. Я служил там, конечно. Пока я служил вообще в системе МВД, я все свои навыки, все свои спортивные любительские результаты я получил там. Поэтому это, конечно, до сих пор у меня такие теплые воспоминания про мою службу, поэтому я рад и я горд этим. Yes, that's absolutely true. I was a long time in special forces, and after I was done, retired from special forces, I went to became a bodyguard for the governor and president of the region that I am live where I live, and simultaneously this is where I got huge amateur experience in hand-to-hand combat training and competing, and I'm very proud of it, and I got a lot of experience from it, and only good memories from it. I was muted. Sorry. What's scarier, protecting a governor, president, and being in the special forces, or walking into the UFC octagon? Что страшнее, быть в спецназе или телохранителем, или заходить в октагон UFC? Ну, вообще, как таковое, если страшно дома сидеть, а так, если там выбрать, конечно, и там, и здесь ответственность большая, поэтому здесь дело не в страхе, а об ответственности. Yes, you know, the scariest thing is just to sit home not doing nothing. That's the scary. I love it. That's a real fighter right there. AZAMAT, before I get you out of here, man, anything you want to say to all your fans around the world? Перед тем, как завершим это, что-то ты хотел сказать, передать своим всем фанатам по миру? Конечно, я всегда этого хочу.
И никогда не устану благодарить своих фанатов, кто в меня верит, кто поддерживает меня. Поэтому все у нас еще впереди. Мы еще покажем очень-очень такие хорошие зрелищные бои. И обязательно мы постараемся дойти до титула и, конечно же, привести титул. Я хочу в свою страну, в свою республику. Yes, every time I get opportunities such as this, I always want to show my biggest gratitude to the fans that support me all the time and send me wishes and warm wishes and everything else. And I want to tell to all my fans, thank you for that. And also, I want to tell them that everything is still ahead. This is just the beginning. And hopefully we're together with my fans. We will bring this belt to my country, to my state, to my hometown. Well, I love it. Ladies and gentlemen, hopefully we get some big AZAMAT MURZAKANOV fight news soon. But AZAMAT, thank you so much, and hopefully talk Thank you, soon, bro. okay? Thank you. Thank you.